Всем привет! Вот как видите, имею разных подшипников. В данном видео покажу и расскажу, какого типа бывают подшипники, какой конструкции и как можно смазать закрытого типа подшипники без никакого специнструмента, просто и эффективно. Итак, подшипники делятся на две категории. Бывают открытого типа, когда нету на подшипнике защитного кожуха, сальника. Такие подшипники используются всегда в тех местах, где нету грязи, пыли и всегда присутствует смазка в редукторах, внутри и так далее. Дальше бывают подшипники закрытого типа, когда на подшипнике есть с двух сторон защитный кожух, сальник. Сальники бывают металлические и бывают наполовину металлические, покрытые резиной. Вот такие. Защитный пыльник, сальник защищает не только от грязи и пыли. Подшипник, когда работает под нагрузкой, он вращается с большой скоростью. Если бы не было бы этого сальника, просто-напросто за счет инерционных сил из подшипника смазка вся вылетела бы наружу. И подшипник вклинил. Закрытого типа подшипники всегда используются в открытых местах, где присутствует грязь, пыль, на разных электроинструментах и так далее. Дальше подшипники бывают шариковые и роликовые. И плюс игольчатого типа. Вот такие. Потом подшипники бывают однорядные, когда один ряд шариков. Или двухрядные, когда с двух сторон есть два ряда шариков. Один ряд, второй ряд. В некоторых случаях бывает вот такие подшипники. Тоже они считаются как двухрядный подшипник, так как один общий сепаратор, но два ряда шариков. Дальше подшипники бывают неразборные и разборные. Роликовые подшипники самые часто бывают разборные. Вот такие конусные разборные также. Разборные подшипники самые часто используются на ступицах, на колесах, в автомобиле, в коробках автомобильных для передач, переключения и так далее. Игольчатые подшипники, они также используются всегда в двигателях, в коробках для передач на автомобиле или какой-либо другой технике и так далее. Подшипник состоит всегда из наружной обоймы, из сепаратора и шариков. И плюс внутренней обоймы. Вот и вся конструкция подшипника. А теперь давайте смажем подшипник закрытого типа. Перед тем, как смазывать подшипник, обязательно надо его в бензине помыть. Вот таким принципом. После того, как помыли, даем подшипнику высохнуть. Бензин испарилось, можно производить смазку подшипника. Для того, чтобы нам смазать подшипник, нужен полиэтиленовый пакет, пробка нужного диаметра под внутреннюю обойму подшипника. Подшипник смазывается что с металлическим сальником, что с пластиковым наполовину металлическим сальником, одинаковым принципом. Только с металлическим сальником смазывается намного быстрее. С пластиковым сальником смазывается подшипник немного дольше. Так как у пластикового сальника мягкие края, видите, эластичные, и они прижимаются плотнее к обоймам подшипника, чем металлический сальник. Поэтому смазка будет заходить в подшипник немного труднее, и поэтому для этого нуждается больше времени. А так, в принципе, смазывается одинаковым принципом. Теперь смазку будем загонять через вот это отверстие, через вот эту щель по кругу внутренней обоймы. Берем смазку и ложим на пакет. Смазка должна быть трансмиссионная и выдерживать высокую температуру. Не меньше как 150-200 градусов температуру. И если будет смазка не термостойкая, то наша смазка напросто вытекет из подшипника и подшипник просто-напросто вклинит. Дальше берем
сам подшипник, пробку и вставляем в наше отверстие во внутренней обойме подшипник. Вот таким принципом. Дальше этой стороной, где вставлена заглушка, ложим на смазку. Вот таким принципом. Дальше берем наш пакетик и вот таким принципом его складываем. Когда сложили вот таким принципом наш пакетик, берем пластиковую стяжку и затягиваем по кругу. Затянули пластиковой стяжкой по кругу наш пакетик. Берем его, раскладываем вот таким принципом. Теперь получился у нас вот такой пакетик со смазкой. Теперь берем, покручиваем слегка внутреннюю обойму подшипника и тем же самым давим на смазку пальцами с обратной стороны подшипника и покручиваем слегка внутреннюю обойму. Такую процедуру проделываем до тех пор, пока не покажется с обратной стороны подшипника смазка. Подшипник не маленький, большой, поэтому нуждается много смазки. Как видим, смазка уже показывается с обратной стороны. Еще покручиваем. Смотрите, уже подшипник полный смазки. Смотрите, нажимаю на смазку с задней стороны подшипника, а с обратной стороны подшипника смотрите, как лезет смазка. Видите? Вот и все. Подшипник смазан. Просто теперь вытираем тряпочкой и все. Дальше снимаем наше, так сказать, приспособление со смазкой. Смазка практически вся ушла в подшипник. Итак, вытерли подшипник, выдавливаем нашу пробочку. Как видите, таким принципом мы подшипник смазали и защитные пыльники, сальники не нарушили. Если кому-то интересно, как смазать двухрядный подшипник, ступичный подшипник закрытого типа для автомобиля, можете посмотреть, у меня есть на канале видео. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем пока.